turn this up. Я думал, ты руки моешь. Я мою руки своими же ресурсами. Всем привет, друзья! И вы, возможно, не верили, что я окажусь рядом, наконец-то, рядом возле своего Мерседеса. Кто-то уже не верил, что выйдет вот эти выпуски вместе с Мерседесом. Но вот, сегодня вас ждет очень интересный выпуск. Очень интересная даже, возможно, серия выпусков. И сегодня я расскажу, почему я приехал в гараж. Дело в том, что на самом деле Мерседес после капиталки двигателя, он не ломался. И многие люди, вот почему так происходит на ютубе, что если пару выпусков они не видят этот Мерседес, они сразу мне пишут: ты продал Мерседес, мы отписываемся и так далее и тому подобное. Каждому приходится объяснять вообще: нет, ребята, машина жива, она просто не ломается. От Мерседеса не так часто ломается, как вы хотите. Итак, друзья, что мы сегодня будем делать? Обращу ваше внимание. Смотрите. Если видите, вот этот амортизатор, он сдох, потому что, как понять, сдох амортизатор или нет? Если после вашего нажатия происходит больше одного качения, это говорит о том, что все, амортизатор не держит давление, не держит упругости, и его необходимо менять. Этот амортизатор еще нормальный. Вот, а тот уже действительно на кочках он скачет и очень неприятно ехать. И притом какие-то стуки отсюда раздаются. Но это не самое главное. Самое главное то, что у меня полностью разбита рулевая трапеция. Я вам сейчас расскажу, какая проблема есть. И как вы знаете, тут не рулевая рейка, а рулевая трапеция. То есть это механическая, очень надежная такая штука. Но, к сожалению, в Мерседесах это практически расходник. В чем проблема? Вы знаете, что есть рулевые наконечники, которые могут выходить из строя. Они выходят на любой машине и, в принципе, это никакая проблема, ее можно заменить, стоит он там, не знаю, $4. Но есть внутренние вот эти шарниры, которые не меняются отдельно. И вот если в них есть люфт между шариками, значит все, трапеция полностью идет на замену. Вот я хочу сказать очень большое спасибо Сане Чернокосу из Питера. Он мне подарил вот эту трапецию. Представьте, я из Питера в Минск больше, чем, считайте, 1000 километров, возил ее по метро, водил ее в поездах. Я каждый мент ко мне подходил и спрашивал, что это за ружье. Я говорю: ребята, это Мерседес. Они говорят: мы вам не верим, пойдемте проверим ваш паспорт и так далее. Представьте, сколько я прошел для того, чтобы она попала вот сюда. Я хотел отделаться испугом и малой кровью. То есть заменить просто рулевые наконечники и поехать дальше. Потому что каждый из них стоит по $4. Но представьте, я не смог их открутить. У нас тут нету тисков пока что. И я не смог открутить вот эти гайки. У меня полностью слезало все грани. И поэтому вместо $8 мне пришлось потратить 50 и купить новую рулевую трапецию. И притом я взял самую дешевую, китайскую. Самое что интересное, что китайцы настолько... Я вот их обожаю просто. Они считают каждую копеечку. Они не доложили, не докрутили гайки. Ну что, это вообще ничего не стоит. Но они сказали: так, если ты нищеброд, хочешь сэкономить, то мы сэкономим, как говорится, на себе. Потому что эти гайки в реальности нужны новые. И вот эта новая трапеция, которую мы сегодня попытаемся поставить. Почему я купил самую дешевую? Я вам объясню. Смотрим события века, блядь. Ай, ёб твою мать. Сейчас, блядь, сука, вынимайся, падла. Бля. И вот так вот совсем. Один геморрой догоняет второй геморрой. Оба! Ура! Рулевая трапеция вернулась в родные края, блядь. Что же тут у нас не работало? Где-то год назад я устанавливал сюда Фэби, достаточно недешевую рулевую трапецию, и она не проходила и 4 месяцев. А до этого у меня стояло какое-то турецкое говнище, вообще полное. Я на ней проездил 2 года, и приколите, я еще успел ее продать. Сергей Ушенко, привет тебе. Я еще успел ее продать, и она еще проездила на другом Мерседесе. Фэби, вроде бы нормальная компания, но делает ужасные просто трапеции, так что вы не покупайте. Поэтому я купил самую дешевую, потому что, в принципе, она будет ходить так же. Вообще, как проявляется проблема с этими рулевыми трапециями? Меня жутко начало колбасить руль. Ладно, если бы меня машину вело, если бы было какие-то вибрации, я уже с этим, ребята, свыкся. Я
тебя есть эта машина, ты должен сразу понять, что тебе надо свыкнуться с этими вибрациями. Но проблема в том, что у меня жутко начало дергать руль, ужасно. А так как я работаю в такси, то у меня клиенты задают вопрос, а почему наша машина так дергается? Я говорю, ну это тут плохо асфальт положили и так далее. То есть я находил кучу, у меня было 10 заготовленных отмазок, но я прежде всего не мог найти отмазку и оправдание лично себе. Поэтому я решил разобраться с этим вопросом. Смотри. Вы, возможно, слышите этот звук. Я думал, что это шаровая или там верхняя шаровая. Я уже снимал колесо, и в итоге я пришел к выводу, что это именно вот сама вот эта внутренняя трапеция рулевая. И сегодня я еще поехал на разборку за одним амортизатором. Я не меняю их в паре, я вот такой я колхозник. И сегодня вот приехали свеженькие, если их можно так назвать, со свежей машины амортизаторы. И вместо одного я купил два, я сторговался и купил их за $17. $17 оба амортизатора. Вот смотрите. Самое главным являются вот эти резинки, потому что вот эти втулки обычно разбиваются полностью. Вы их можете побаловаться, починить изолентой, как чинил я раньше. Можете посмотреть вот по ссылке в описании. Но намного лучше купить их в рабочем состоянии. И они оригинальные с этой машины работают даже лучше, нежели если ставить новые китайские. Посмотрите, вот они медленно возвращаются. Этот вообще очень хороший, он упругий. Его вообще очень сложно сжать. Вот, и сегодня я решил их поменять в паре. И они тут стоят оригинальные с 201-го Мерседеса. Вот. Так что, ребята, ну что, значит, какое-то спасибо какому-то Мерседесу, что он пожертвовал свои органы ради жизни других Мерседесов. Тут даже настолько все плохо, что тут даже втулка прогнила, которая с такого относительно нержавеющего материала, я такого не видел, если честно. Ну ладно, самое главное, что он целый, нормальный. Ну и, блядь, как сложно, бля, много очень, наверное, пиздел, но надо еще сказать. И поэтому отдельное спасибо, конечно, Сане, то, что он мне подарил трапецию, которая мне не пригодилась. Ну, откуда он знал? Ну, кто его знает, она полежит у меня в гараже, может быть, мы, как говорится, обрастем жирком, все-таки купим себе какие-нибудь советские тиски, чтобы нам было проще работать, и, может быть, мы сможем ее использовать потом. Ну, еще отдельно хочу сказать большое спасибо Сане Чернокосу из Питера за то, что вы помните его в прошлом видео. Как вы помните, он мне подарил вот такую ручку для снятия ручника, в принципе, особо не нужную для владельца 202-го Мерседеса, потому что если вы кому-то говорите, что у вас 202-й Мерседес, то это заведомо уже подразумевается, что там ручника уже нету, в принципе. Но для того, чтобы было красиво и не стоял такой огрызок, как у меня, лучше всего поставить новый. Вот он тут хорошо будет смотреться. И также огромное спасибо Сане за то, что он мне наконец-то вот эту крышку, я давно мечтал, я свою где-то потерял, она у меня сломалась, когда я прыгал на двигателе, я реально на него залезал и прыгал на нем ногами. Вот до этого мне уже довел этот Мерседес, и он мне подарил вот эту крышку, и сейчас она очень красиво будет смотреться. Вот, обратите внимание, смотрится намного лучше, видите? Все как по заводу. Хочу сказать сразу огромное спасибо Лехе Пьянковскому, который мне их просто подарил, выслал, моему самому любимому подписчику. Короче, Леха, тебе огромное большое спасибо. Если у кого-то тоже есть желание мне сделать какие-то подарки, пожалуйста, ссылочка на мои контакты в описании, мы с вами об этом поговорим. И я у него спрашиваю: слушай, Леха, может быть, тебе нужна какая-то реклама, потому что там у кого-то у него производство, или у Лехи самого, он так и не сознается. Говорит: нет, мне никакой рекламы не надо, просто я от души сделал. Вот, так что с Петрозаводска, с Карелии мне пришел такой подарок. И сейчас, конечно, я хотел сделать отдельное видео, и чтобы там уже машину пропылесосить, чтобы было красиво, но у меня нету времени, ребята. У нас сейчас уже ночь будет скоро на дворе, и нам надо успеть еще сделать вот эту большую работу, и вы знаете, насколько я быстро, в кавычках, еще успеть сделать сход-развал, понимаете? Поэтому сейчас мы быстренько прикинем эти коврики и посмотрим вообще, как это будет смотреться. Значит, вот так вот смотрятся коврики сейчас, с разных машин, короче, все какие-то непонятные, в общем, бич-коврики. Вот, мы их выкидываем. До свидания, коврик! Where you going away to?
Слава богу, что это хорошо откручивается, потому что до этого я это все смазывал обильно литолом и различными смазками, потому что почему я не смог открутить ту трапецию, которую мне подарил Саша, потому что предыдущий владелец просто не смазывал, он об этом не задумывался, а сейчас очень просто, практически от руки все это откручивается. Вам еще плюс понадобятся вот такие вот шестигранники, особенно обрезанные. То есть купите шестигранник, обрежьте его болгаркой, он маленький, для того, чтобы вы смогли контргаить, потому что тут шаровые элементы контргающиеся, так вы их нормально не затянете и даже, возможно, не открутите. Для снятия шаровых вам, естественно, понадобится какой-нибудь съемник. Ну вот это на самый последний случай. Вообще лучше всего специальный съемник для шаровой. Вилка это, конечно, хорошо, но шаровую, как вы понимаете, тут уже не спасти, к сожалению. Он не выходит, сука. Дай-ка трубу. Видите? А был бы нормальный съемник, если бы я не зажидил на нормальном съемнике, то было бы все хорошо. А так даже... Ура! Ну вот как-то так. А еще осталось 3 шаровых и внутренние, которые также могут не выходить. Это будет просто пиздец, если они не выйдут. Так, вот снял рулевой амортизатор, я его менял год назад, он у меня новый, поэтому работает он отлично, нету никакого дрочева, он стабилизирует и все хорошо. Он не должен обратно вот так, то есть он чисто снимает вибрации, он не должен обратно демпфировать, то есть он может быть в таком вот состоянии. Втулки хорошие, его мы менять не будем. В общем, особых проблем с демонтажом, конечно, у меня не возникает, я, если честно, удивлен. Но что тут удивляться, работа над этой машиной была еще привезена 1,5 года назад, все было смазано. Если у вас никто это не делал, конечно, вам будет не так сладко, как мне. Единственная проблема, это будет именно болт откручивания возле рулевого редуктора. Сошка нормально открутилась. В принципе, в хорошем состоянии. Вот, я ее тоже менял, сердечник этот. Спасибо большое отдельное хочу сказать тому человеку, кто придумал такой вот редуктор ключевой. Он спасает многим жизнь. Так что, чувак, если ты видишь меня сейчас, большое тебе спасибо, ты красавчик. Оба! Отлично! Блять, лестница, сука, сломалась. Да, это жестко. Ударился, бля. Вот кусок лестницы. Не получилось красивого появления, выхода. Ну, пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Это жизнь. Понимаете? В чем была, в принципе, проблема? Вот этот вот шарнир. Видите? Если почувствовать, ну, люди не почувствуют, но тут есть люфт. И вот этот микролюфт нереально жрал резину и нереально давал колесу дергаться. Посмотрите, в мясо вот этот вот наконечник, но на удивление в нем нет, ну, как бы он ходит быстро, ну, как бы просто, но в нем нет люфта. Посмотрите, вот этот наконечник, он обычно всегда жестко зафиксирован. И вот этот наконечник, в нем тоже нет люфта. То есть это говорит о том, что мы можем их снять и использовать в дальнейшем. То есть их выбрасывать не надо, открутить. Вот. А вот этот порванный пыльник, я просто отсюда его сниму и поставлю сюда, и он еще будет ходить. Но Фэби, конечно, меня подвел. Вот этот вот шарнир усиленный, блядь, говорили. Давайте его, кстати, разберем, посмотрим вообще, в чем проблема, как этот шарик себя ведет. Мне просто самому интересно. Первый на ютубе разбор шарнира. Тебе интересно, почему он?
почему он плохо работал, этот шарнир. Почему машина ехала как фунтик? Да, почему машина ехала как фунтик. С ними всегда так. Сначала ты на них ездишь, а потом они на тебе. Да? Честно-честно? Честно-честно. Я думаю, что нашим зрителям очень интересно. Потому что если бы они в этой машине проехали, то у них бы этот интерес увеличился бы вдвойне. Ну и как вообще могло? Вот из-за этого говна надо менять вообще полностью все. А вот обратите внимание. Смотрите, шар. Я не знаю, либо тут не было смазки, либо еще что-то. Но он, в общем, выявил себе там дырку, его уже никак не починить. Видите? Вот невооруженным глазом видно, что есть люфт. И вот этот маленький люфт дает нереально большой люфт по колесу. Я просто в шоке. Так что так вот. Пока, Фэби. Но какие-то части для тебя послужат в будущем для этого великолепного Мерседеса. В общем, настолько колхозим, что собираем из двух нерабочих рейк одну. Нужно штангенциркулем вымерить примерно одинаковое направление, чтобы наша машина не ехала одновременно в правую и левую сторону и не разорвалась пополам. Чтобы мы хотя бы немножечко доехали до сход-развала. И при установке обязательно нужно все вот эти шарниры смазать, ну, к примеру, солидолом, литолом, всем чем угодно, но самое главное какой-то пластичной смазкой, чтобы она дала вам возможность потом открутить вот эту рулевую так же просто, как сделал сегодня я. А вам это в любом случае предстоит сделать, поэтому, как видите, у нас уже потемнело. Нету тисков для того, чтобы открутить эти шаровые элементы, поэтому я их засовываю между дверьми, и только таким образом у меня что-то откручивается. В общем, вот такая вот дичь. Но это работает. Так, устанавливаем новую рулевую, эту китайскую. Серьезно, не жалейте этой смазки, потом намного проще будет откручивать. Вот прямо вот так вот. Маски много не бывает, прямо вот так вот. Почистите вот этот шарнир, это ухо, куда оно входит. Вот так вот, хорошо, чтобы было. Вот, и все. Все будет окей у вас. Хорошо шаровые должны входить, хорошо их закручивать. Должны они все хорошо сесться. И, значит, поджимать их вот этим, многогранником. Потому что будут шары, сами шаровые прокручиваться, вы их не сможете до конца зажать. По спецификации, если кто-то этим будет заниматься, момент 50 ньютон-метров. Но в моем случае я это делаю на глаз, потому что у меня динамометрический ключ вот тут вот находится. Так, ребята, вот сейчас с дядей Боем откручиваем амортизаторы. Уже рулевую трапецию мы повесили, просто мы тут не показывали вам, потому что, хотим сэкономить время, уже просто поздно. Мы потом уже в конце покажем итог работы. Еще должны на круглосуточный сход-развал заехать, сделать. Это сегодня реально просто, как говорится, гигантские у нас задачи, как всегда под ночь. Вот, снимаем амортизаторы передние, как вы знаете, тут две гайки, контргающиеся, одна на 17. Вот ее сначала скручиваем, вот это вот. Снизу мы уже открутили, те, которые снизу там крепятся. Чаще всего там болты закисают прямо во втулку. Будьте осторожны, если у вас внизу не откручивается, вы никак не поменяете. И плюс еще вы должны понимать, вот как дядя Бой рекомендует, как дядя Бой рекомендует, у вас должна быть такая длинная голова, видите? Такая длинная, потому что короткая вы не сможете открутить. То есть, по сути, должна быть свечная голова. Вот, видите, очень все просто откручивается. Никаких проблем. Меняем сразу в паре, потому что они уже подушатанные, это уже сразу понятно. Ну и в конце, естественно, это все надо будет опять смазать, чтобы оно также хорошо откручивалось. Я всегда все смазываю, я так обильно смазываю. Дядя Бой знает, блядь, там кашу маслом не испортишь, Самое главное, солидолом, литолом, неважно, медной смазкой. Медная смазка хорошо для термонагруженных узлов, к примеру, суппортов и так далее. А сюда можете все что угодно, хоть масло подсолнечное, хоть там сало, блядь, все что угодно. Самое главное, чтобы это потом открутилось, понимаете? Вот, как сейчас. Если бы был пневмоинструмент, это на будущее мы, конечно, планируем, да, было бы намного веселее работать.
Мы бы это джик, и все. И... Вот, я снял, значит, старый амортизатор. Значит, смотрите, ребят. Вот, я сначала подумал, что разные амортизаторы по высоте, да, купил не те. Но видите, разница в штоках какая? Почему? Потому что вот этот амортизатор, все, у него уже нет давления. Он, во-первых, очень просто сжимается, вообще просто даже не надувать. И у него очень маленький ход, он не отрабатывает полностью все как надо. А вот этот, посмотрите, по сравнению с этим, вот смотрите, вот этот и вот этот, видите, насколько у него ход намного больше, видите? Но разница в том, что вот этот намного сложнее сжать, значит герметичность его не нарушена, в отличие от этого. Видите, он прямо в отбойник, блядь, сжимается. Вот так вот. Оригинал, сила. В общем, мы уже, извините за выражение, ебемся с этой машиной уже довольно-таки долго, потому что, не потому что тут что-то сложно, просто было несколько моментов, но мы их победили, даже не заглядывая в книгу. Но суть в том, что мы тут смазываем болтики, философствуем по поводу развития Мерседес, по поводу наших будущих планов. Вот дядя Бой, гроза всех винтов, закручивает колесо, подсвечивая его айфоном. В общем, самое интересное, как машина поедет потом на новых, в кавычках, амортизаторах, на новой рулевой, уже точно без кавычек. И самое будет, конечно, веселое, если это ни на что не повлияет, и колесо опять начнет барабанить, как оно барабанило до этого. Поэтому мы в таком, как бы, можно сказать, ожидании и приятном ожидании. Вот. Чудо, да. Вот сколько уже? Почти 10 часов. Теперь ты понимаешь, почему приходит любовь к неодушевленному такому существу, как машина. Почему? Потому что с них ебешься. Ебешься, Платишь еще бабки. да, и любишь, Ебешься и платишь бабки. и так страдаешь, что потом просто уже не можешь от нее отказаться, правильно? Когда молодой. А когда уже постарше становишься, ты просто ложишь на все хуй. Вот. Едет ценность, да? Это правда жизни. Ну что, чуваки, спецключ, рубрика спецключ. Спецключи — это вообще моя слабость. Да? Спецключ. Чтобы вы понимали, он раньше был таким. Но ничего ему не мешает превратиться обратно в такой, потому что он очень дешевый, куплен в Ашане и сделан с какого-то, блядь, говна алюминия, с которого ложки делают в детсадах. Вот. Вот и все. Вернее, вот так хотел показать. Ладно, блядь. Все, мы, короче, все сделали. Сейчас выезжаем. Наконец-то на сход-развал. Потому что уже просто все голодные, уже не можем. Вот, надеюсь, что машина поедет лучше. Я думаю, что крестите пальцы. Не зря я сегодня потратил столько денег и сил. Мы с дядей Боем, блядь, чуть в жопу не выебались. Ну что, ребят, сейчас я еду на новой трапеции, на новых амортизаторах и пытаюсь нащупать те новые чувства от своей старой машины. Потому что нет ничего прекраснее, чем новые чувства от старой машины, конечно же. Значит, что я могу сказать? Я был очень сильно удивлен, что я просто на глаз выставил такой развал, что сейчас у меня руль практически полностью ровный. Это раз. Второй, машина идет ровно. Чуточку ведет. Но это даже лучше, чем то, когда у меня был на старой трапеции выставлен развал. Я просто в шоке. И сейчас 1:30 ночи, как вы видите, я еду на круглосуточный развал схождения, несмотря на то, что там делают только переднюю ось, а не заднюю. Я знаю, что я могу за $10 сделать и перед, и зад у своего знакомого, а тут просят $15 и только за переднюю ось, что в принципе приемлемо, потому что задняя ось у меня в норме. Недавно выставляли, если помните это видео. И я хочу, наконец-то, я просто не усну сегодня, если я не узнаю, вообще повлияло это на что-то или нет. Потому что вибрации по кузову уже, слава богу, ушли.
Но, друзья, вибрации на руль остались. То есть я просто боюсь то, чтобы работа не была как бы впустую. И я все-таки грешу на то, что это развал, может быть, не так колесо стоит. Но потому что, не хотелось бы остаться с тем же самым дерьмом, то, что и было. Поэтому сейчас я поеду, прослежу очень обязательно. Надо всегда следить, чтобы после развала у вас руль был в норме, стоял прямо, все, никуда машину не клонило. Вот, правда, резина у меня не самая лучшая, но тем не менее надо, чтобы он вообще был четкой. И если вы поездите и смотрите, что у вас развал, все равно куда-то машину ведет, не стесняйтесь ехать обратно и перепроверять, потому что иногда получается так, что развал опять сбивается, его надо опять корректировать. Ну и плюс еще я подлез специально, посмотрел, может быть, мы что-то там с дядей Боем не докрутили, все, я подлез, посмотрел прямо с машины, все гайки намертво закручены, то есть все хорошо, то есть неправильный монтаж этих новых запчастей, он исключен. Вот, поэтому, сейчас посмотрим, конечно. Честно говоря, я с этим Мерседесом просто уже не знаю, я уже ничему не удивляюсь. Я вам хочу сказать, что, в принципе, работа по рулевой трапеции, она несложная. 4 гайки всего лишь открутить, это, в принципе, несложно. Но без опыта изначально могут быть затыки, затупы, но все равно вы, то есть, первый раз это сделав, а второй раз у вас это будет очень просто. Больше всего я, конечно, даже с этими амортизаторами намучился, потому что, так как они, несмотря на то, что они не новые, но они достаточно упругие такие, их засунуть было не так просто. И сейчас у меня я прямо сейчас вот чувствую, что проезжая лежачий полицейский, что машина перестала плавать, и перед у меня, знаете, вот перед у меня от новой машины такое ощущение, а зад у меня остался от старой машины. Вот такие ощущения у меня от амортизаторов. Поэтому 100%, даже если вы сделали полностью всю подвеску и вас не устраивает именно комфорт, обратитесь к своим амортизаторам и посмотрите, может быть, в них основная проблема. Потому что они могут не стучать, они могут вас не беспокоить, но они просто могут, вот как я вам показывал, выйти из строя, что просто им пришло время, понимаете, их менять. Эффективность их сжимания, разжимания, она будет нарушена со временем, конечно же. Вот так, едем на сход-развал и смотрим вообще, что у нас будет. Вот я практически один на этой улице. Такой чувак, единственный, который ночью едет делать сход-развал. Это ж надо, пиздец. Вот я не знаю, видите ли вы нет, я хотел бы обратить ваше внимание, что вибрации, руль немножко дергается. Тут будет очень непросто видно, но мелкие вибрации, такие как вот так вот, они передаются. И это я чувствую прямо на руле. На кузове уже нет, но на руле я это чувствую. Норку свою проверить. Опа, красота. Вы понимаете, нас ждет еще много хорошего контента. Итак, ребята, закончился сход-развал, и сейчас я еду пробовать. Значит, прежде всего, я хотел бы сказать, что руль немножко стоит в сторону, и машину ведет в сторону. Тут может быть несколько моментов. Во-первых, может быть разность давления в шинах, убитость шин, что я абсолютно не исключаю, на самом деле. Но меня интересует не это. Меня интересует все-таки, издает ли вибрации при движении. Издаются ли вибрации. Итак, давайте разгонимся. Слава богу, у меня не работает приборка, поэтому гаишники по видео ко мне, конечно, доколупаться не смогут. Вот их главное логово там находится во дворах. Сейчас мы
попробуем разогнаться до 70 км в час. А именно тогда начиналось у меня дребезжание руля. Вот, я разогнался до 70 км в час. И я вам хочу сказать, что все-таки минимальные вибрации на кузове, они присутствуют. Нет такого, что машина полностью идеально едет. Я не знаю, с чем это как бы связывать, но полностью идеально, как новая машина, она не едет. В принципе, не знаю, стоит ли ожидать. Напишите в комментариях, едет ли ваша машина безукоризненно и идеально. Но для 25 лет эта машина едет сейчас уже неплохо. На новых амортизаторах она перестала крениться. То есть она едет очень неплохо, держит дорогу. А на новой, даже этой китайской рулевой, довольно-таки неплохое управление. Вот, но я смотрю, что руль чуточку стоит неровно. Или мне просто кажется, обман зрения, или чуточку руль стоит неровно. Но вот я нажимаю газ, и машину ведет немножко в сторону. Я не знаю, с чем это сравнивать. Может быть, мне стоит к ним возвратиться, вот, и попросить, чтобы они проверили. Ну, я все-таки заплатил деньги, то есть услугу они сделали, значит, я думаю, что они все-таки должны, наверное, отработать все до конца, проверить, потому что руль все-таки у меня, наверное, ведет. Но плюс еще мне вот правильно сказал работник этого СТО, что стоит тебе подтянуть ступичный подшипник, потому что люфтец присутствует, и я это сам, в принципе, знаю, что люфтец присутствует. Может быть, я даже сейчас сниму колесо где-нибудь во дворе ночью, смогу подтянуть этот подшипник, это абсолютно никаких проблем для меня вообще не создает. Вот, буквально за 5 минут подшипник будет подтянут, и все. Но самое главное тут не перетянуть, потому что новые подшипники, они уседаются, и они относительно новые у меня. И может быть такое, конечно, может быть такое, что люфтец может быть. Короче, чуваки, вернулся я к ним еще раз. Выставил якобы ровно руль. Блять, и все. И такое чувство, ощущение стало, что еще хуже стало. Понимаете? То есть, руль все равно неровно стоит. Но это очень сильно бесит, если честно, когда ты хочешь добиться идеала на старой машине. Бля, я не знаю, или просто резина уже там конец ей просто, или разность того, что я надул, или еще что-то, или геометрия. Короче, я хрен его знаю, чуваки. Вот. Ну, в общем, оставлю как есть, потому что мне уже заебало, если честно. Хочу спать уже 3 часа ночи. Смотрите, 3 часа ночи. Я еще с этой машиной, как с маленьким ребенком. Просто, блядь. Ну что, ребята, в принципе, сегодня мне нравится, как закончился этот день. Мы с вами давно не виделись, и я думаю, что будем видеться намного чаще. Еще куча, много различных видео у нас будет. Да, и, кстати, хотел сказать, попросить вас, чтобы вы обязательно написали комментарий. Можете любой комментарий, но напишите. Поставьте лайк, либо дизлайк, в зависимости от того, понравилось вам или нет. Сделайте репосты, если есть такая возможность. Потому что ваши репосты очень сильно помогают. Знаете, как вот певцы, да, из андеграунда, чтобы выйти, нужно снимать что-то такое более попсовое, чтобы потом, когда ты набрал аудиторию, можно было ее погрузить именно в твои интересы. И реально заниматься тем, что тебе нравится, снимать то, что нравится. Притом, ребята, я всю жизнь занимался тем, что мне не по душе. Я всю жизнь там был от кого-то зависим и так далее. Когда я пришел в YouTube, я тут нашел свободу, то, что я искал. Свободу общаться с тем, с кем я хочу. Свободу снимать то, что мне интересно, делать то, что мне интересно. Поэтому самое последнее, что я буду делать, это вас упрашиваю, чтобы оставались на этом канале. Ребята, даже если все отпишутся, я все равно буду этим заниматься, потому что это моя жизнь, это мой интерес. Мне этим даже интересно бесплатно заниматься. Поймите, но, как вы понимаете, за что-то надо кушать, за что-то надо заправлять машину. И если смотреть еще с практической точки зрения, то реально за последние 3 месяца Mercedes не ломался, понимаете?
И поэтому, соответственно, снимать-то было нечего. Ну вот, поэтому давайте потерпите немножко. То есть, может быть, не в каждом видео будет про Мерседес, но про Мерседес этот будет. Я его не собираюсь продавать. Есть очень много планов, о которых вы увидите, друзья. Так что, вот так вот. Надеюсь, те, кому надо, тот поймет. Тем, кому не надо, пожалуйста, я вас не держу. Все, кто ходит на стримы, Леха Пьянковский, почему он знает? Почему Сергей Марченко знает? Почему другие ребята знают об этом? То есть, ну, вы, естественно, не знаете, потому что вы ёбки ебаные, блядь.